Всем привет, с вами снова Нака, и сегодня мы с вами смотрим новейший клип команды, которая очень давно не появлялась вообще в публичном пространстве, давно ничего не выпускала. Я тут посмотрела в Википедии, с 2014 года они ничего аж не выпускали. Это достаточно большой срок, особенно для такой популярной команды, как Slipknot. Вот, собственно говоря, мы будем смотреть их новый клип All Out Life. Я вообще никогда не была их фанатом. Если меня спросить, я знаю только их две песни. Это Wait and Bleed и Duality. Вот. Но мимо такого громкого возвращения я пройти не могу, потому что ребята явно вписали себя в историю тяжелой музыки. В свое время они были просто, они произвели эффект разорвавшейся бомбы, то есть со своими вот этими масками, со своими костюмами, этими комбезами, с двумя барабанщиками, один из которых там на собственноручно сваренной установке металлической играет. В общем, ребята, конечно, действительно взорвали метал-сцену в свое время. И от них уже вроде как ничего не ждали, они оба и вернулись. Вот. Поэтому мы сегодня заценим, с чем же именно они вернулись. Я так по тексту пробежалась. Выглядит достаточно пафосно. Посмотрим на клип. И поехали. Но визуалка уже интересная достаточно. Понятно, что клипы у них, в принципе, тоже эпатажные достаточно, как и они сами. Ага. Идет нарастание. Сейчас как мочат. Звук мне, если честно, напоминает Металлику времен Saint Anger. Какие-то долбанутые зайчики. Сейчас зайчики, я чувствую, будут что-то шатать. Там у них логотип Slipknot. Реально на Металлику похоже, я не могу отделаться от этого ощущения. Это что за черные фигуры? Да, они там просто мошаться будут.
проповедь. Какая-то секта. Все, белые зайки стали красными. Ну точно Металлика. Ну. Что, они поджигать, что ли, будут сейчас? Ну как же без взрыва? Кабум? Кабум! А теперь у зайчиков будет отходняк. Ага. Ну, как я сказала, у Слипнота я знаю 2 песни. И, собственно, это прозвучало как их логичное продолжение. То есть они, ну, на мой взгляд, я не знаю, может, конечно, фанаты там услышат какие-то нюансы, может, какой-то там рост, но по мне так все вот как было, так и осталось. То есть те же барабаны, вот реально барабаны называют банками, да? Вот именно банки. Ну, гитара, блин, и некоторые рифы мне реально напомнили Saint Anger, вот металликовский. Прямо вот серьезно, ну как так? Тоже, вот это, по-любому они тоже на баритонах играют это дело. Ну ладно, неважно. Вот, клип тоже веселенький достаточно. Психоделичные зайки прикольные. Конечно, не совсем понятно, что они там делают. Ну, ладно, допустим, пусть это будет просто мош. Такой антуражный мош. Текст забавный, кстати, я вот тоже пробежалась, да и то, что услышала. То есть он, с одной стороны, как бы, как это, вот у таких групп, вот в этом жанре, у них очень расхожая тема песен, это вот такой вот подростковый протест, там обличение пороков современности, вот это вот срыв покровов, вот это вот все, меня это обычно просто, ну, такое умиление вызывает. Ну, тут, кстати, он неплохо для этого жанра, текст написан неплохо, гораздо лучше, чем у той же, например, OTAP, то есть там я слушала просто вот так вот. Мне там даже текста не надо было, там так все слышно, что там галимая пубертатщина какая-то максималистическая. Вот, тут как бы есть такой, есть и бунт, и такой и максимализм, и вот это вот противопоставление себя обществу, но при этом так неплохо. Ну и плюс они там немножечко прошлись по самой теме своего возвращения, они тоже в тексте прошлись, то есть, если вы слышали, там текст такой, типа old does not mean dead, new does not mean best, то есть новое, наоборот, старое не значит мертвое, новое не значит лучшее, вот, то есть, мне кажется, это намек как бы на них, что вот они, мы вернулись, старые добрые Slipknot,
Типа, если мы старые, это не значит, что мы умерли, вы о нас еще услышите, мы еще наведем тут шороха. Ну, вы знаете, судя по тому, что за первый день это видео набрало 5,5 миллионов просмотров, я им верю, что они еще наведут шороху, они уже начали это делать, вот. Но, опять же, по музыке, ну, я и от фанатов тоже уже вчера успела услышать такое, что как-то они поисписались немножко. Я не знаю, я не фанат, но есть такое мнение. Хотя, блин, по поводу чего только такого мнения нет, по поводу какого только исполнителя, правда? Вот, поэтому, если вам нравится, вы мне напишите, пожалуйста, как вам? Нравится, не нравится, любите ли вы этих парней из Айовы, жарких в масках, или нет? Как вам? Исписались они или нет, или может вам нравится, то есть я, например, вот опять же, я, например, люблю там тех же Диму Боргеров уже после того, как все начали ныть, что они исписались, но, на мой взгляд, там были хорошие альбомы даже после того, как они стали не true, вот, ну так вот, пишите свое мнение, буду рада пообщаться, как всегда. Кстати, если вы еще не заметили, я помогаю вести эфир передачи Core Gram на Регресс Радио. По четвергам у нас эфир по Москве в 10 вечера. Идет примерно час-полтора, там по-разному, как у нас, сколько материала, сколько мыслей возникнет. Вот, в следующем эфире вот этот трек также будем обсуждать. Ну, причем там будет не только я, которая, я не знаю, я слышала в них 2 песни, а еще будут товарищи, которые, ну, плотно знают вообще эти жанры, плотно знают их репертуар. Мне будет, например, очень интересно услышать их мнение. Вот, вы можете тоже присоединяться, и там будет ссылка на чат на сайте радио. Вот, ссылочку на радио и на канал, кстати, Core Gram я оставлю в описании. Обязательно заходите, присоединяйтесь, слушайте эфиры. Буду очень рада также в эфире с вами пообщаться. Ну и спасибо, что посмотрели со мной этот новый клип. Если не подписаны, подписывайтесь. Вот тут сейчас будет иконочка. Вот тут сейчас вылезут мои другие видяшки. Тоже их зацените, если что-то вдруг вызовет интерес. Ну и пока-пока. Удачи!